Привет, я странный дядька. Я все еще в Туркестане, в замечательной стране Казахстан. Прошлое видео, как вы помните, началось на этом же самом месте, вот на этой рампе. Но в прошлом видео мы с вами ушли вот туда, в историческую часть Туркестана. В этом видео мы с вами пойдем в новую туристическую часть Туркестана. Я специально сегодня вышел сюда пораньше, сегодня воскресенье, и народу здесь будет масса. Но снимать всегда лучше, когда никого нет. Как мне кажется, главная достопримечательность здесь, вдоль этой аллеи, это вот такой поющий фонтан. Он не только поющий, он еще и танцующий. В общем, исполняются разные произведения под музыку. Но понятное дело, что при дневном свете это не так впечатляет, потому что не видно всех таких вот этих подсветок и фонариков. Поэтому я сюда сейчас в видео подмонтирую что-нибудь из вечерней съемки, чтобы было понятно, насколько этот фонтан круто выглядит. А вот здесь огроменное здание, которое предположительно называется амфитеатр. Какой-то концертный зал, где проходят какие-то, видимо, под открытым небом выступления. Выглядит очень футуристично и очень впечатляюще. Наверное, там еще и акустика очень интересная. Не зря же вот выбраны именно такие формы. Вдоль этой аллеи есть вот такая вот дорожка, обозначенная даже знаками отдельными. Здесь ходят такие электрические автобусы. Ну, то есть, поскольку территория всей этой туристической зоны, она прям реально огромная, далеко не все могут ее пройти спокойненько, даже один раз туда-сюда. А если вам нужно быстро переместиться, или наоборот, проехаться и посмотреть всю территорию, то можно вот на таком вот электромобильчике переместиться куда-то туда. Я, правда, вопрос не изучал, можно ли где-то там к нему подсесть, где-то сойти, или это просто такие экскурсии, не знаю. Но факт в том, что народ возят группами на электрических автомобильчиках. И вон, смотрите, ну явно же видно, что остановка, на ней даже табло есть, правда, оно не горит. Ну, такой вот некоторый аналог общественного транспорта в туристической зоне. Здесь по главной аллее тоже есть фонтаны и такой своеобразный канал, но эти фонтаны почему-то не работают. Я не знаю, то ли не сезон еще, то ли они просто неисправны, но я надеюсь, что в скором времени все заработает, потому что выглядит тогда это тоже все очень впечатляюще. Ну а здесь справа начинается этноаул. Поставлены традиционные казахские жилища, воспроизведен, так сказать, национальный быт и национальный дух. Можно пойти и погрузиться в атмосферу национальной жизни. А на заднем плане все тот же мавзолей Ясауи за воспроизведенной крепостной стеной древнего города. Вот я сказал, что я сегодня раненько вышел, но народ уже начинает прибывать. То есть даже раненько. Вон уже вся улица заставлена припаркованными машинами. И народ сюда и группами, и по одному, и по несколько человек активно движется куда-то вот туда, в историческую часть. Видимо, там сегодня что-то будет происходить. Здесь расположено административное какое-то, видимо, здание. А напротив есть вот такой вот, я не знаю, что это, герб, эмблема или что-то еще. Вопрос в том, что поскольку оно очень плоское и очень большое, то рассмотреть, наверное, это все можно только откуда-то сверху.
Но это, наверное, какая-то схема. Но самое главное, обратите внимание, вокруг зелень. Деревья, цветы, трава, куча всего. Все цветет, благоухает. Запах здесь стоит. Вот посмотрите, какие шикарные розы здесь растут. Для такой местности, для самого жаркого города Казахстана, для абсолютной пустыни, это выглядит совершенно фантастически. Посмотрите, вон там какая красота. А вон там все зеленое, все буквально утопает в зелени. Вот мы с вами прошли всю вот эту центральную, я ее так называю, аллею от центральной площади и вышли на еще одну аллею, перпендикулярно ей, которая уходит до того края всего этого туристического комплекса. И вон вы видите, где-то там вдали, далеко-далеко крыша стоит. Вот куда-то туда эта аллея ведет. Я не знаю, сколько здесь километров. Возможно, километра 2,5-3. Ну а с этой стороны нас уже встречает город. Улицы, машины, но все тоже, посмотрите, какое зеленое, все точно так же утопает в зелени. Туркестан очень зеленый город, очень жаркий город, но в то же время очень зеленый. Тут, смотрите, на аллее все фонтаны работают, в арыке течет вода, есть мостики перекинутые. Туда этот комплекс продолжается, тут вот, я так понимаю, огромная парковка для гостей. Там здание, я так понимаю, что это драматический театр, наверное. Вот там здание с куполом, это, по-моему, здание библиотеки. Вот это здание, это дорогущий отель Хэмптон by Hilton. Вот это здание, там, по-моему, ресторан находится и что-то еще, какая-то вот торговая и едабельная штука. Вся аллея оснащена, так сказать, скамейками и вот такими вот штуками для того, чтобы посидеть в тени. Вдоль аллеи есть всякие вон торговые павильончики. Можно всякие штуки себе прикупить. Вот только я попенял, что некоторые фонтаны на аллее не работают. Как пришли два мужика, что-то там поковыряли, и фонтаны заработали. То есть за этим делом тоже, что называется, следят. Тут еще кое-где ведутся всякие разные работы, периодически слышны всякие строительные там звуки и все такое. Ну, понятно, что комплекс построен совершенно недавно, еще многое недоделано. Но, тем не менее, вот уже, смотрите, еще 10 часов утра нету, а уже довольно много народу ходит. А люди не только, так сказать, те, которые занимаются здесь обслуживанием, но уже и куча гостей пришло сюда. Выглядит до сих пор удивительно. Я не перестаю удивляться, что вот посреди этой пустыни такой вот огромный зеленый оазис. Мы вышли, скажем так, прямо напротив мавзолея Ясауи. Здесь снова представлен фрагмент городской стены, а с этой стороны нам открывается площадь фонтанов. А дальше маленькая Венеция. Там сделан канал, как в Венеции. По нему плавают гондолы, как в Венеции. Можно на них прокатиться. А вот те самые электрические автобусы, про которые я говорил вам, на которых здесь можно по дорожкам прокатиться. Видимо, здесь у них какая-то центральная остановка. Или, будем так говорить, гнездо. Народ все прибывает. Народу все больше, больше и больше. Буквально с каждой минутой. В ту часть, где фонтаны и Венеция, мы с вами пройдем позже, а пока дойдем до того конца всего этого комплекса. Надо вот еще рассказать, что по территории всей этой туристической зоны есть вот такие вот велопрокаты, а также во многих местах еще и расставлены электрические самокаты. То есть можно не просто ходить пешочком, взять велосипед, покататься или на самокатике. Вот мы с вами по этой перпендикулярной аллее, как я ее назвал, добрались фактически до ее конца. Здесь, в исторической части, идет строительство, возводится вот такой вот, я так понимаю, шатер над всей этой исторической частью. В скорости, я так понимаю, он будет достроен,
И, видимо, эта дорожка туда к нему дальше будет проведена. Но на этом туристическая зона не заканчивается. Вот туда дальше продолжается парк Первого президента. Он тоже очень длинный, он туда уходит, ну, минимум километра на 1,5, а может даже на 2. Здесь на входе вот такая вот арка. Там дальше огромная, большущая мечеть и комплекс всяких разных сооружений. Вот там вот расположена восточная баня. Здесь монумент, который называется памятник ханам. Вот это вот футуристическое здание, это центр Ясауи. Там дальше какие-то административные здания, жилые и прочее. Туда дальше продолжается комплекс Караван-Сарай. То есть я уже здесь намотал, не знаю, километров 5-6, а не прошел еще даже половину всей этой туристической территории. Сейчас вернемся туда, на площадь фонтанов, и пройдем весь Караван-Сарай туда дальше, чтобы получить примерное представление о длине всего этой туристической рекреационной зоны. Несмотря на то, что народу здесь уже достаточно много, территория здесь настолько большая, что если вы захотите уединиться, то и для уединения вы тоже найдете место. Вот, например, между рестораном и Хэмптоном практически нет никого. Мы с вами прошли всю насквозь вот эту аллею фонтанов, или площадь фонтанов, как она правильно называется. Неважно. В общем, еще одну часть всего этого туристического комплекса мы прошли. Здесь есть обыкновенная, скажем так, городская дорога, а на той стороне начинается комплекс Караван-Сарай. Там много всего. Там вон жилье, тут гостиница и развлекательный центр. Вот это вот летающий театр, что бы это ни было. Там дальше торговые ряды, туда дальше есть еще жилье и прочее. То есть тоже большущая, огромная территория, посвященная, скажем так, веселому времяпрепровождению. Правда, на той стороне территория уже частная, и там некоторые доблестные охранники не очень разрешают снимать. Вчера ко мне уже один подходил и говорил, поэтому будем аккуратненькими. Здесь уже народу не так много, как в той части, ну потому что здесь часть коммерческая, и она начинает работать все-таки чуть попозже. Ну вот туда уходит то, что называется маленькой Венецией. Вот здесь видите канал, и он уходит вот туда под крышу, и дальше все это идет к развлекательному центру, который называется Арена. Здесь еще со съемкой есть одна проблема. Здесь всегда играет музыка, и потом, когда это все загружу на YouTube, YouTube меня за эту музыку не похвалит. Так что, скорее всего, придется все это обрезать и накладывать какой-то другой звук.
за будкой мороженого сидел охранник, и он посмотрел на меня и вообще никак не прореагировал на то, что я снимаю. А вчера товарищ мне специально ко мне подошел и объяснил, что нельзя. Видимо, все зависит от настроения. Здесь в галерее, рядом с каналом, можно посидеть на лавочке, посмотреть друг на друга в основном, или вот на всякие разные вывески магазинов, которые тут с обоих сторон представлены. Можно сходить что-нибудь купить, если позволяют, скажем так, накопления. Справедливости ради следует заметить, что вот эти вот такие небольшие пляжики еще позавчера были открыты. Я не знаю, почему сегодня все это вот загорожено вот такой вот лентой. Но, наверное, там что-то будет происходить, как-то это дело будут все обслуживать. Потому что вот я говорю, что вчера не помню, а позавчера точно было открыто. Вон еще масса следов на песке. Надо еще заметить, что весь этот комплекс заполнен пока еще не полностью. Ну, то есть не все занято арендаторами. Можно вот так вот немножечко отойти в сторону. И вот здесь все вот эти помещения пока еще пустые, и народу, соответственно, здесь нет. Опять же, имеется возможность немножко уединиться и отдохнуть, так сказать, от навязчивых больших толп. Вот мы с вами и прошли всю вот эту вот торговую часть комплекса Караван-Сарай и вышли на его главную площадь. Здесь, с этой стороны, фудкорт. Здесь большущий бассейн с фонтаном, который почему-то сейчас не работает. Там дальше, вот на той стороне, это концертный зал, который называется «Арена». В него вход с той стороны, он таким, с той стороны полукругом, амфитеатром, а, видимо, с этой стороны внутри сцена. Там проходят всякие разные мероприятия. А по этой стороне гостиница. Надо сказать, гостиница это нифигасечки не дешевая. Я здесь посмотрел, за двухместный номер здесь просят 50 тысяч тенге. Не для нас, не для нищебродов. А в целом погулять здесь прям очень замечательно. Да, надо сказать, что зеленая зона Туркестана на этом не заканчивается. Можно выйти туда дальше. Там дальше продолжается парк. И там дальше, практически до самого конца города можно идти. И будет парк за парком. Парк напротив парка. И парк парком погоняет. Все зеленое, все ухоженное, все приведенное в порядок. Короче, погулять здесь прям очень есть где. Честно говоря, даже уезжать не хочется. Путешествуйте, друзья. Путешествия продлевают жизнь. Вот я, например, в Туркестане уже 10 полных дней еще ни разу не заскучал. И, честно говоря, уезжать не хочется. Если вы еще не были в Туркестане, обязательно съездите, посмотрите. Оно того стоит. Может быть, 10 дней не нужно, но 2 дня вы здесь проведете с большим удовольствием. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. Поставьте лайк, подпишитесь, напишите свое мнение. На сегодня все. Пока.